Здравствуйте, дорогие любители вязания! У тех, кто нас потерял на канале, сразу попрошу прощения. У нас образовался небольшой отпуск совершенно внезапно, и поэтому некоторое время видео не выходили. Но сейчас все в порядке, мы работаем, мы с вами, мы своих не бросаем. Все, поехали. Вот такую красоту вяжем. Мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы Ксении Пилипец. Прошу прощения, если я неправильно сделала ударение. Она прислала к нам свою просьбу в комментариях на YouTube. И это узор из книги нашей любимой Хитоми Шида «250 узоров». Как полностью называется эта книга, вы видите. У Хитоми Шида есть еще книга 260 узоров. И мы кратко их так и называем. 250 и 260 узоров. У нас уже очень много мастер-классов из этих книг. И постоянно мы выпускаем новые видео. И мы уже очень много связали. Наверное, мы их все перевяжем. Ну, может быть, за исключением самых таких уж совсем, может быть, простеньких. Ну, не знаю. Короче, вяжем. Показываю этот узор в книге. Вот он, номер 35. Вот я связала из ярко-желтых ниток. Как красиво смотрится он, да? Здесь на фотографии как-то даже не привлекает внимания. А вот когда связала уже и получила вот такую красоту, согласитесь, вживую совсем другое дело. Давайте посмотрим на схему. Раппорт узора 14 петель в ширину и 24 ряда в высоту. У Хитоми Шида и во всех азиатских схемах, и во многих европейских сейчас, петли показаны так, как они выглядят на лицевой стороне узора. И по этим схемам очень удобно вязать по кругу. Все петли видно, все ряды вяжем, читая их справа налево, вяжем по лицевой стороне все ряды. И вот, ну, очень удобно вязать и по японским схемам по кругу. И легче. А при поворотном вязании мы работу поворачиваем, провязали лицевой ряд по схеме, читая справа налево, поворачиваем работу и уже вяжем, читая ряд слева направо, но петли мы будем в нем вязать наоборот. Вот пустая клеточка под схемой показывает, что это изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной. Вот на изнаночной стороне пустая клеточка, мы будем вязать ее лицевой петлей. И наоборот, если на изнаночной стороне показана лицевая петля, мы будем вязать ее изнаночной. Узор не сложный, несмотря вот на вот эту, кажется, вот много всего, да, тут и ажур, и шишечки. Ну, вот узор несложный. И даже несмотря на то, что в изнаночных рядах петли тоже вяжутся по схеме, но вот правда несложный узор. Вы сейчас в этом убедитесь. Я немножко переделаю схему. Здесь часть накидов в изнаночных рядах провязывается изнаночными петлями, а часть лицевыми петлями. И вот накиды, которые провязываются лицевыми петлями, я просто вот как-то обозначу, ну, наверное, другим цветом. Просто эту клеточку обозначу и все, чтобы было видно. Ну, а уже в указаниях под схемой я подпишу, что обозначает эта цветная клеточка. Все, давайте будем начинать. Все покажу в процессе вязания. Вот я, знаете, что вам еще не сказала? Здесь на схеме раппорт начинается сразу с узора и заканчивается изнаночной петлей. И вот эта дорожка с изнаночными петлями, она разделяет ромбы. Я советую, если вы вяжете поворотным вязанием, добавить еще одну петлю для симметрии узора в начале. Вот я добавила, у меня здесь в начале провязана одна изнаночная петля. Изнаночная петля, потом 14 петель раппорта, в которые уже следующую изнаночную себя
в себя включают и так далее. Повторяем 14 петель раппорта столько раз, сколько нам нужно. Если вы вяжете по кругу, то не надо никакой добавлять петли, просто 14 петель повторяем все время. Но вот я говорю, если поворотным вязанием, я бы посоветовала вначале добавить эту изнаночную петлю. Но сейчас мы будем вязать так, как по схеме указано, и мы эту петлю вязать не будем. Мы будем вязать 14 петель раппорта. Мы с вами свяжем один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. Я набрала 16 петель вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной мы делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная. 3 лицевых. 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид и 1 изнаночная петля в конце ряда. Во втором изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, накиды здесь вяжем изнаночными. А по рисунку это значит, мы вяжем так, как перед нами лежат петли. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные петли провязываем изнаночными. Вот такой у нас второй изнаночный ряд. Третий лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я уже перешла на бабушкины петли, поэтому мне нужно петли развернуть, чтобы провязать их 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 1 изнаночная. Далее вяжем узелок или замочек. Я называю замочек, Hitomi Shida называет узелок на 3 петлях. Третью петлю накидываем на первую и вторую и провязываем 1 лицевую, делаем накид и провязываем 1 лицевую. Далее 1 изнаночная петля. Относительно вот этой изнаночной петли у нас узор вяжется в зеркальном отображении. И снова вяжем узелок на 3 петлях. Третью петлю накидываем на первую и вторую, вяжем лицевая, накид, лицевая. Далее я буду просто говорить узелок на 3 петлях. Затем 1 изнаночная, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону и 1 изнаночная в конце ряда. В 4 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, только накиды по краям мы будем вязать изнаночными петлями, а накиды, где мы вязали узелок из 3 петель и делали накид, мы будем вязать здесь их изнаночными скрещенными. Итак, 4 изнаночный ряд, 1 лицевая, 2 изнаночных. Вот накид вяжем изнаночный. 1 лицевая, 1 изнаночная, и вот накид в узелочке мы вяжем изнаночной скрещенной. Нам дырочка не нужна, мы подхватываем сзади этот накид и провязываем изнаночной петлей. Еще раз 1 изнаночная. Дальше будет лицевая петля, и снова здесь был узелок, 1 изнаночная, 1 изнаночная скрещенная, 1 изнаночная. Далее лицевая и 2 изнаночных в конце ряда. 5 лицевой ряд, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот петли лежат по-разному. Изнаночная петля лежит удобно у меня, лицевая неудобно. Разворачиваю, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее будет 2 лицевых,
накид, изнаночная, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, тоже разворачиваю петлю, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид и 1 изнаночная петля. 6 изнаночный ряд. Петли вяжем по рисунку, только обратите внимание на схеме, где накиды показаны розовым цветом в клеточках, мы их вяжем лицевыми петлями, остальные накиды вяжем изнаночными. Будет 1 лицевая, 5 изнаночных. Далее 3 лицевых. В середине накида провязали лицевыми, 5 изнаночных, и все. 5 изнаночных до конца ряда. 7 лицевой ряд, 1 лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, делаем накид, 3 изнаночных, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 1 изнаночная в конце ряда. В 8 изнаночном ряду петли мы провязываем по рисунку, только обратите внимание, что в центре накида мы вяжем лицевыми петлями. Итак, у нас мы провязали 1 лицевую, 4 изнаночных, 5 лицевых. И далее будет 4 изнаночных до конца ряда. 9 лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевых, делаем накид, 5 изнаночных. Снова делаем накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная в конце ряда. В 10 изнаночном ряду точно так же в центре накида вяжем лицевыми петлями. Итак, у нас будет 1 лицевая, 3 изнаночных, 7 лицевых, и 3 изнаночных в конце ряда. 11 лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем узелок на 3 петлях, 7 изнаночных, и снова узелок на 3 петлях, 1 изнаночная в конце ряда. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Здесь у нас накиды вяжутся изнаночными петлями. Тринадцатый лицевой ряд, 3 лицевых, 3 изнаночных. Теперь из следующей петли нужно провязать 5 петель, но на 3 ряда ниже. Получается на 4. Вот опускаемся на 4 ряда ниже, считаем петля на спице 1 ряд, дальше 2, 3 и 4. Вот сюда вводим правую спицу, вытягиваем рабочую нить, вот вытягиваем длинную, чтобы у нас не стянулся узор. Далее делаем накид, уже 2 длинных петли, снова вытягиваем рабочую нить,
на 4 ряда ниже, 3 петли на спице, делаем накид 4 петли и снова вытягиваем петлю, смотрим, чтобы все петли были у нас одинаковой длины, и у нас 5 длинных петель на спице. Сбрасываем эту петлю с левой спицы, она у нас уже провязана, только на 4 ряда ниже, и продолжаем вязание. 3 изнаночных, 3 лицевых, 1 изнаночная. В 14 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Здесь у нас накидов нет, все вяжем по рисунку. И вот эти 5 петель, которые мы вытянули из одной петли, мы провязываем их 5 изнаночных, как 5 изнаночных. Все, ну и далее петли по рисунку. Пятнадцатый лицевой ряд. Сразу после кромочной вяжем узелок на 3 петлях. Далее 3 изнаночных. И вот 5 петель мы провязываем вместе лицевой так, чтобы средняя петля была в центре. Вот снимаем 3 петли на правую спицу и выставляем среднюю петлю вот так на первое место. Вот перед всеми петлями вернули петли на левую спицу, и все 5 петель мы провязываем одной лицевой петлей. И получаем вот такую красивую японскую шишечку. Далее будет 3 изнаночных, узелок на 3 петлях, 1 изнаночная в конце ряда. 16 изнаночный ряд. Здесь петли провязываем по рисунку, только накиды в узелках мы вяжем изнаночными скрещенными. Снова нам здесь дырки не нужны. Вот накиды провязываем изнаночными скрещенными. Значит, у нас лицевая, изнаночная, изнаночная скрещенная, изнаночная. Далее 3 лицевых, и петля от шишечки тоже провязывается лицевой. Это значит, я вам врала, что все по рисунку. Вот не все по рисунку. Петля от шишечки тоже вяжется лицевой. Это у нас получается 7 лицевых петель. Далее будет 1 изнаночная, изнаночная скрещенная и 1 изнаночная в конце ряда. 16 рядов мы провязали, ромб расширялся. Теперь мы будем его сужать. 17 лицевой ряд. Накид 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 изнаночных. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевых, накид, 1 изнаночная. В 18 изнаночном ряду все петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. Девятнадцатый лицевой ряд. 1 лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, лицевая, изнаночная.
В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. Двадцать первый лицевой ряд, накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Делаем накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид и 1 изнаночная в конце ряда. В 22 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Только не забываем, что накиды, отмеченные другим цветом, мы вяжем лицевыми петлями. Итак, у нас будет 1 лицевая, 2 изнаночных. 1 лицевая, вот накид провязываем лицевой, 3 изнаночных. 1 лицевая, 3 изнаночных. 1 лицевая, снова накид лицевой провязываем, 2 изнаночных. 23 лицевой ряд, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 1 изнаночная, узелок на 3 петлях, 1 изнаночная, узелок на 3 петлях, 1 изнаночная, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля в конце ряда. В 24 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, накиды здесь вяжем все изнаночными петлями. Это у нас последний ряд раппорта. Вот посмотрите, мы провязали 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту. Симпатичный такой ромб. Очень интересный узор. И действительно вяжется несложно. Достаточно 1 раппорт провязать, чтобы разобраться. Давайте скажем спасибо Ксении Пилипец за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки на наши группы смотрите под каждым нашим роликом. Все видео с YouTube я сейчас переношу в Яндекс.Дзен, в группу ВКонтакте, на канал в Телеграме. И также все наши видео можно найти в нашей группе Одноклассники. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.